Вот, пожалуйста. Узла Махей. Салам алейкум, друзья. Это Дагестан. А если точнее, это дорога в село Гиягира в Акушинском районе Дагестана. Сама дорога здесь настолько узкая, что встречные машины не везде смогут разъехаться. Ну а виды отсюда открываются такие, что дух захватывает. Заснеженные горы на самом горизонте – это водораздел. За ним находится долина реки Самур и, соответственно, Рутульский район Дагестана. Правая часть водораздела – это хребет Дюльтыдаг, а слева к нему примыкает Самурский хребет. По эту сторону хребта отсюда просматривается территория нескольких районов Дагестана. С восточной стороны это Агульский район, ближе к нам на востоке Дахадаевский район. С западной стороны от самого хребта Дюльтыдаг и до горы Шунудаг тянется Кулинский район. Гора Шунудаг, которая возвышается к западу от нас, это самое высокое платообразное поднятие в Дагестане. Прямо под нами видно село Тузла-Махей. Я родился в этом селе и когда достиг школьного возраста, стал ходить в школу. Здание с синей крышей в центре села – это и есть школа. Мне, чтобы дойти до школы, нужно было пройти всего 200 метров. Но со мной учились мальчики и девочки из этого села Гиягира. И они каждый день шли в школу по каменистой тропинке среди скал. Мы вместе с вами спустимся по этой тропинке, покажем ее, пока нам надо доехать до самого села. Рушится. Вон, где провалилась арка, видна. Да. Здесь почти в каждом месте, там тоже есть так же арка. Снизу. Вот тропинка видна, куда дети спускаются, да? Вот она, видишь? Не, тропинка другая. Это другая тропинка? Да. Вон внизу, видишь? Вижу. Ну вот где тропинка. Это туда уходит. Что нашел, Хабиб? Перекрытие полностью каменное. Да, раньше. Да, так из-за же делали. отсутствия дров, деревьев, перекрытие, конечно, здесь сделали из камней. Вот что значит. Это смотри, да, это что здесь? Туннель, что ли? Узкий проход, вон до конца. Здесь все перекрытия. Вот это узкий вот такой проход. Вот такой проход. Непонятно, куда он идет. Ну, там, по-моему, это идет вода конца.
Он там ходит. Надо посмотреть с той стороны. Молодые орлы, молодые. Вот это село Надзы раньше отсюда видно не было. Сейчас дома начали. Или эта сторона поднялась, или посередине гора проселась. Сейчас вот стало видно отсюда. Старинный. Вот еще одна школа здесь тоже. Наверное. Вчера мы свежие. Свежие еще. Явно тоже. Здесь высота знаешь какая? 2000 метров в среднем в центре села. Это арабский еще намного выше. Он где-то примерно на 200 метров выше. А что говорят? Оруч самый высокий. Надо там знак поставить 2400 метров. Уруши сколько? 2200 говорят. Не, больше, Больше, по-моему. там больше, столько, Больше. сколько? Да? У него 2500. Вот Хабиб уехал на машине, а мы пойдем по тропинке, спустимся в село Тузламахи. Адреса тоже есть. Сейчас тоже, наверное, есть отсюда дети там, да? Да, сейчас тоже учатся дети и по этой тропинке. Сейчас-то, по-моему, начальная школа есть. Раньше и начальной школы не было, с 6 лет дети каждый день ходили туда. Сейчас есть, по-моему, если не закрыли. А раньше, когда я учился, здесь не было, вообще начальной даже школы не было. И с 6 лет дети каждый день туда-обратно. В детстве я сколько ходил пасти вот на этих склонах. Баранов пасли. Коров сюда не погонишь. Змея уползла. И сейчас на камнях тепло же, поэтому змеи греются, наверное. Ага. Какой порода интересно? Змеёнок. Вот это место обычно, когда поднимается, там садятся отдыхать. Вот это законное место отдыха. Название даже у него есть официальное. Хабирган он называется. Это место, где садятся. Здесь раньше телят пасли. Раньше же земель мало бывало, в основном земля была совхозная. Раньше, когда люди ходили, много людей было. Здесь нормальная тропинка была, сейчас она уже испортилась. Я представлял вообще такой крутой спуск представлял. А со стороны смотришь, так же кажется. Нормально,